Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Вы чувствуете этот особенный запах сегодня? Нет, это не запах ваших бутербродов, которые вы нарезали и налили чай для того, чтобы посмотреть мое видео. Нет. И даже не запах весны, который уже прямо бьет в нос, но все-таки это не он. Это запах свободы. Дело в том, что сегодня я пришел наконец-таки в землянку с ночевой. Долго я ждал этого момента. Можно сказать, мечтал об этом дне, когда я смогу посидеть около печки и просто насладиться природой и тишиной. И этот день наконец-таки настал. Да, но отдохнуть сегодня не получится. Как вы видите, я взял бензопилу, масло, бензин, топор свой с длинной рукоятью. Сегодня придется хорошенько поработать. Присаживайтесь поудобнее, пора начинать. Вау! Ничего себе! А тут побывали гости. И снова привет от тайных троп и походного оптимиста. Мы здесь не ночевали, но были поражены второй комнатой. По координатам, я не буду их называть, найдешь подарок. Мы еще вернемся экспериментировать с нашим построенным укрытием. На куске наждачной бумаги еще одни интересные координаты. Вау! Блин. Так, давайте, наверное, тогда затопим печку. Немножко, чуть-чуть планы подкорректируем и пойдем посмотреть, что же там за подарок. Самому интересно очень. А вон, кстати, следы даже, как они приходили сюда. Однозначно, что у Дмитрия и Ильи здесь стояла печь. Как вы видите, да, здесь дымоход сделан специальным негорючим материалом, обматывали. И дабы стена не загорелась, она тоже накрыта специальным негорючим материалом. Как минимум, это строение необычное для меня. То есть я помню, сам делал балаган, в снежном сугробе ночевал. Ну, в палатке, это понятное дело. Вот именно вот такое, то есть быстро выводимое строение с каркасом даже, да, то есть видите, тут веревками они обмотали, без использования гвоздей, по-моему. Ну, гвоздь забит, но это, я так понимаю, больше как вешало, то есть, может, какую-то одежду сюда вешали, сушиться или еще что-то. Ну, блин, прикольно, прикольно, необычно и интересно. Я думаю, будет интересное видео на их каналах и Дмитрия, и у Ильи Колчина. Посмотрим.
А здесь было костровище, скорее всего, да, вот снег подтаявший. Координаты вообще не те. Там, где они написали, что по данным координатам тебя ждет подарок, это не это место. Пойдемте дальше. Еще одно строение. Ну, уже из стрейч-пленки. Ага, все теперь становится на свои места. А вот, кстати, презент. Тайные тропы, прекрасное рядом. Сейчас я сниму этот компас, но давайте пару слов. Теперь стало все понятно. Соответственно, Дима ночевал, видимо, там. Ну, либо будет ночевать, либо, я не знаю, либо уже ночевал. А Илья ночевал здесь. Если здесь печка была, то куда она выходила? Все, вижу. Вот здесь вот печка, дымоход трубы выходил, по всей видимости. Ну, а это как отражатель тепла. Фольга использовалась. Прикольно. Так, ладно, давайте компас снимем. Я не знаю даже, что сказать в данной ситуации, какие слова подобрать. Как минимум слова благодарности за компас Илья, который оставил. Ну, и по всей видимости, скоро вы кое-что новое увидите на моем канале. Немножко необычного формата, я так подозреваю. Сейчас сижу и думаю, что за шум такой необычный. Как будто бы снег пошел, и по пленке падает снег и шуршит такой шорох. Потом пригляделся, здесь какие-то... Я не знаю, что это за насекомые такие, очень маленькие, черные. Их очень просто невероятное количество. Почему-то у Дмитрия в его строении таких насекомых не было. А Илюха, видимо, прям притягивает что-то такое необычное, связанное с природой. То какие-то артефакты в земле находят в виде костей там доисторических, то вот эти вот насекомые. Я вообще не понимаю, что это такое. Да, какие-то как жучки прям. Но маленькие-маленькие. Весну, что ли, почувствовали. В первую очередь нужно сделать крышку на окно. Дело в том, что меня прям в комментариях в последнем видео немножко так пристыдили, что кто-то может все-таки упасть, порезать как вену, артерию и умереть здесь. Ну, у меня-то нога сюда, ну хотя, кстати, теоретически может пролезть. Ну, наверное, девушка, да, может сюда наступить и провалиться. Либо ребенок, не дай бог, да. Вы сами видели, я сейчас 2 бревна отсюда убрал. То есть здесь лежали бревна. Никто сюда не мог упасть во время моего отсутствия. Сниму размер и сделаю крышку, чтобы всем было спокойней. Ну, в первую очередь, конечно же, мне. И, естественно, чтобы вы были спокойны и не переживали, что кто-то может здесь пострадать.
Я думаю, этот вопрос я закрыл. И давайте уже больше не будем к нему возвращаться. Теперь уже точно никто не упадет. И осадки, в принципе, тоже уже так не будут туда капать. Ну и такая вот подпорочка. Отлично. Раз я пришел сегодня с ночевой, то надо заготовить немножко дров и подсушить их здесь около печки. Дело в том, что моя дровница, ну или дровница, опустела, и там уже ничего в ней нет. Подсолнечное масло, проволока и негорючий материал. Попробуйте угадать, что я сегодня хочу сделать. Может быть, это покажется кому-то глупым. Хочу сделать факел. Просто мне интересно вообще попробовать. Цена подсолнечного масла там 90 рублей, самая дешевая я взял. Ну и проволока с негорючим материалом у меня были. Хочу проверить, как долго будет гореть самодельный факел. И если мне понравится, то в дальнейшем буду здесь в земляночной жизни использовать это. Периодически там раз факел зажег, например, рядом с землянкой и поставил. Ну и хорошо, красиво. Трухлявая. А семечки-то съели, склевали птицы. Вот так вот. Чтобы сама деревяшка прогорать очень быстро не начала, обмотаю фольгой, обычный пищевой. Потом обматываем специальный негорючий материал. По сути дела, можно намотать и обычную тряпку. Но почему я так не делаю? Да? Потому что обычная тряпка, она будет поддерживать горение и быстро прогорит. А негорючий материал, он быстро не прогорит. Самая главная задача его — это впитать в себя подсолнечное масло. Задача на сегодня сделать здесь лавочку, для того, чтобы я мог уже какие-то вещи сюда сложить, и дабы они мне там не мешались в самой землянке.
Также я хочу утеплить эту стену, пробить ее льном. И по-хорошему нужно зашить ее досками, вот эту стену. Предварительно закрыть фольгой. То есть сначала утеплитель, потом фольга, потом зашиваю досками. Это, во-первых, даст дополнительное сохранение тепла в той комнате, да, потому что щели тут просто огромные, прям сантиметровые. А во-вторых, сама фольга будет отражать тепло здесь, уже внутри моей второй комнаты, когда здесь будет баня, либо даже просто кухня. Кстати, да, давайте поговорим о том, чем я здесь буду заниматься в этом помещении в дальнейшем. В перспективе, когда все ремонтные работы я здесь завершу, хочу сделать, ну, естественно, тут будет 2 скамейки, да, тут будет столик, но столик будет либо съемным, либо откидным. Объясню почему. В обычное время года, там, да, например, летом, это будет просто кухня и кладовая. То есть пришел сюда, вещи какие-то покидал, ну или просто сел, допустим, за стол, пообедал, поужинал и полюбовался видом в панорамное, ну не в панорамное, а в окошко, да, я посмотрел там на звезды вечером, например, на березу, как сейчас я березу вижу. Также это помещение планируется мной использоваться как баня, ну такая маленькая банька, скажем так, да, именно в зимний период. Обогревать я и буду печкой кабанчик походный. И как раз таки вот когда я буду затапливать здесь баню, вот этот столик, он будет либо съемным, либо откидным. Убрал его, печку установил, здесь попарились там. В принципе, тут, я думаю, втроем даже спокойно можно будет поместиться. Да, в наушниках работать лучше. Ну и беруши подойдут. Самое главное, нужно обезопасить свои уши и глаза. Ну, конечно, технику безопасности, как вы сами видели, я не особо-то соблюдаю. Прям рядом с ногой, буквально в сантиметре, пилой шел. Не повторяйте, прошу вас, пожалуйста.
Да, это то, что я хотел. Ровная лавочка. Только холодная. Ну ничего, сейчас она прогреется. И будет просто шикарно. А у березы великолепная текстура. И просто сногсшибательный вид какой-то она имеет. Мне, ну я не знаю, мне очень нравится. Прям супер. Сосна, конечно, она немножко иная. Да, градусник нужно было изначально вешать на безопасное место. Как обычно, спасибо комментариям, спасибо, что вы пишете под моими видео какие-то заметки, поправки для меня. Это очень важно, потому что в процессе работы бывает, как-то не обращаешь и не заостряешь внимание на какие-то мелочи. Там, повесил градусник, и ладно. Так, ну здесь уже все. С этой березой, я думаю, смысла не имеет возиться. Она вся пошла такая дугой, извилистая. Ствол то в одну сторону, то во вторую сторону. Я, наверное, больше буду мучиться и подгонять потом доски. Да, вечер перестает быть томным. Уже стемнело, а я только вот эти две стены, ну точнее одну стену, начал делать. А тем временем уже хочется есть, я проголодался. И, пожалуй, надо, наверное, все-таки попить чай с шоколадкой. Время почти 7 уже.
Да, день сегодня пошел иначе. Не так, как я запланировал. Тут неожиданно гости были у меня. Да и вообще, что-то я с той березой думал, честно говоря, все пойдет иначе. А как начал ее пилить, она вся вот такая вот горбылем идет. Постоянно приходится убирать вот эти вот горбы, да, от веток, сучки, наросты. С сосной проще. Сосну пилишь, ствол дерева ровный. Пили да пили, и подгонять даже не надо. Давайте засечем ради интереса время, за сколько времени вообще факелы будут эти гореть. Классная штука. Мне нравится. Я смотрю, они уже начинают прогорать, что ли. А времени прошло 15 минут. А я читал, что будет факел гореть порядка 60-70 минут. Нет. Вряд ли час будет прогорят они. Все, факелы прогорели. 26 минут. Ну, это несерьезно даже как-то. Знаете, попил я чай, постоял на улице около своих 2 факелов, а время уже 8 часов. Блин, надо есть, наверное. Что-то и апатия какая-то, ничего не охота делать. В кои-то веки вырвался с ночевкой. И, наверное, надо побездельничать немножечко так. Сегодня я хочу приготовить свиную рульку. Или вепрево колено, как его называют в некоторых странах. Этим рецептом поделился со мной зритель из Беларуси, из города Брест, Владимир. Привет, кстати, тебе, Владимир. Он подписчик моего канала, и мы с ним как-то случайно что-то начали общаться, наверное, месяца 1,5 назад. Он мне написал в Телеграме, я ему ответил, и вот мы уже 1,5 месяца и общаемся. А сегодня я буду готовить по его рецепту свиную рульку. Рецепт до банальности простой. Нам нужен чеснок, морковь, сама рулька, соль, перец. Ну и, конечно же, пиво. Как вы знаете, я алкоголь не употребляю уже с июля месяца. Но я не буду отступать от рецепта. Раз он сказал, что в этом рецепте нужно пиво, то буду варить рульку в пиве с водой. Для начала нужно сделать надрезы на рульке и нашпиговать ее чесноком и морковью. После чего
отварить. По-моему, он говорил час. Ну, короче говоря, до готовности. Практически до готовности отвариваем. После этого кладем рульку в печь и запекаем ее там минут 15-20, чтобы она покрылась такой румяной корочкой. И, как я понял из его рецепта, солить и перчить нужно сразу. Да, знаете, в землянке я тут начал такие рецепты уже использовать и такие блюда готовить интересные, что я порой даже сам немного в шоке от происходящего действия. Ну, куда деваться? Может быть, когда-нибудь пойду работать шеф-поваром. Ну, а пока готовится, хочу сейчас немножко там порядок навести во второй комнате. Нормально так я слегка ноги намочил. Хорошо, что взял тапочки. Наконец-таки я созрел и купил сюда тапочки. Здесь же их и оставлю. Настроение просто супер. Лежу в комфортных условиях, готовится вкусная еда. Мне тепло, уютно, лежать мягко, у меня есть подушка, спальник. Супер, просто шикарные условия. И самое интересное, что при желании я сейчас могу выйти на улицу, буквально там 2 метра, да, пройти, выйти из землянки и оказаться на свежем воздухе в лесу, где в радиусе там нескольких километров нет ни одной живой души. Ну, кроме животных, возможно, там, может быть, лиса где-то здесь бегает, или заяц. И когда вот этот вот пазл складывается в голове, все вот эти вот мысли, то понимаешь, как же все-таки классно, когда есть землянка. Да. У меня есть дача, но на даче я такого не получаю удовольствия. Ну, потому что я знаю, что 100 метров, и там сидит охрана 200 метров. Хотя на даче у меня есть и баня, и домик. Не срубовой, конечно же, а каркасник. Пахнет холодцом каким-то, прям по ощущениям. О, запах, аромат просто невероятный. Слюни прям сами собой текут, но пока еще рано.
Сейчас у меня много дров в печке. Как они прогорят, я выложу рульку на фольгу и поставлю ее в печь буквально минут на 15, чтобы она покрылась такой румяной корочкой. Ну и после этого, конечно же, наконец-таки с наслаждением буду ее пробовать. 10 часов вечера уже. Кошмар какой-то. Нельзя так много не есть. Я имею в виду временной промежуток. Мясо прям зажарилось до хрустящей корочки. А если учесть, что время 12:30 ночи, дело в том, что я задремал. То есть я достал кастрюлю, вытащил ее с этой рулькой, поставил, прилег отдохнуть. Ну, думаю, сейчас дождусь, когда угли появятся в печке. И в итоге уснул. Хорошо, что вообще проснулся. Ну, я имею в виду вечером, ночью, а не утром. А то рульку бы утром бы готовил. Владимир из Бреста, спасибо тебе большое за рецепт. Великолепно. -26. Да, нормально, здесь в этом помещении плюс 26. Лавка до сих пор ледяная, но рано или поздно она прогреется. Да и как и все остальные бревнышки здесь. Вы знаете, говорят, что у природы нет плохой погоды. Но сегодня я, наверное, с этим утверждением не соглашусь. Такой периодически дождь идет небольшой, моросит. Плюсовая температура где-то градуса +2. Снег, естественно, мокрый. И еще и ветер такой. Порывы ветра возникают периодически. Неприятные. Ну, в общем, та еще погодка. Да, конечно, в этот раз удалось сделать немного. Самое главное, что я получил, это хорошие эмоции от отдыха. И такой положительный заряд энергии на всю следующую неделю и до конца этой недели. Это был канал Лесной Строитель. И следующее видео будет уже снято как раз таки весною. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Пока-пока.